Пробуждение без прикрас. Граница между Соединенными Штатами и Мексикой — это не линия на карте, а тонкая грань между жизнью и смертью. Здесь все происходит на пределе возможностей. Безжалостные пейзажи, жестокие люди и системы, которые не прощают ошибок. Граница простирается на 3145 миль. И на этом пути есть участки, где попытка пересечь ее превращается в игру с судьбой. Где-то внизу, прямо под этой границей, простирается еще один мир. Сеть подземных тоннелей, созданных не государством, а преступными картелями. Они уходят глубоко под землю, скрытые от камер и патрулей, пронизывая границу, словно вены. Через эти тайные ходы проходит все — наркотики, оружие, люди. Они стали последней надеждой для тех, кто не может пройти официально, и смертельной ловушкой для тех, кто не заплатил достаточно. Только представьте, ежегодно здесь фиксируют от 300 до 400 тысяч попыток нелегального перехода. Это как если бы целый крупный город раз за разом пытался прорваться сквозь пустыню, колючую проволоку и патрули с тепловизорами. С начала нового тысячелетия при переходе границы погибло более 7 тысяч человек. Это не сухая статистика, а реальные жизни, оборвавшиеся в попытке сбежать от бедности и насилия. Особенно жестко стало в последнее время. К примеру, только в прошлом году задержали более 2 миллионов 200 тысяч мигрантов. Для сравнения, это население сразу нескольких крупных мегаполисов. Что же заставляет людей идти сюда, зная, что шансы на успех ничтожны? Может, это американская мечта, которая манит, как мираж в пустыне, или осознание того, что на родине их ждет лишь безнадежность. Но кто-то ведь пересекает границу успешно, верно? Да, но с каждым годом это становится все труднее. Государство идет на радикальные меры. Усиливаются патрули, устанавливаются сверхчувствительные датчики движения, дроны мониторят местность с высоты, тепловизоры замечают малейший силуэт в ночи. А с другой стороны, мексиканские картели, которые готовы продать шанс на переход, но за такую цену, что иногда проще погибнуть, чем расплатиться. Граница — это не просто рубеж двух стран. Это место, где сталкиваются интересы государств, преступников и обычных людей, которым просто некуда деваться. Эхо прошлого, оживающее на границе. В детстве мне казалось, что границы придумали просто, чтобы на картах было красиво. Линия, и ты уже в другой стране. Но когда я узнал историю этой границы, стало ясно. Ее рисовали не карандашом, а кровью и войнами. Почти 200 лет назад, в начале 30-х 19 века, Мексика столкнулась с проблемой, которую сама же создала. Она разрешила американцам селиться на своей территории, в Техасе. А потом вдруг захотела взять все под контроль, повышая налоги и закручивая гайки. Чем это закончилось? Восстанием. И очень быстро Техас заявил: мы теперь независимы. В Мексике не оценили такого хода и отправили армию, но все закончилось катастрофой. Мексиканский президент попал в плен, а Техас обрел независимость. Дальше больше. Через 10 лет Соединенные Штаты аннексировали Техас, а Мексика разозлилась настолько, что началась полномасштабная война. К чему это привело? К тому, что Соединенные Штаты просто откусили у Мексики почти половину ее территории. Калифорнию, Нью-Мексико, Аризону и Техас. За это американцы даже выплатили $15 миллионов. Примерно как заплатить соседу за дом, который ты у него же и отнял. Граница стала обретать форму, но контролировать ее было почти невозможно. В середине 20 века началась массовая миграция мексиканцев в Соединенные Штаты. Сначала их привлекали для работы, а потом резко решили, что их слишком много. В 50-х появилась жесткая программа депортации, названная «Операция Wetback». Название говорит само за себя. Людей буквально вычищали из страны, выселяя их сотнями тысяч, причем без разбора, были они там законно или нет. Но что самое интересное, стена как символ границы появилась только в 90-х. При Билле Клинтоне начали строить заборы, но не для того, чтобы закрыть миграцию, а чтобы направить поток людей в пустыню, где они просто погибнут. То есть проблему решили не физическим барьером, а расчетом на смерть. Сегодня эта граница не просто след истории, это памятник конфликту, который продолжается уже почти 2 столетия и который, кажется, не собирается заканчиваться. Безжалостная материя. Цена свободы. На границе нет компромиссов. Если ты ее пересекаешь нелегально, у тебя есть только 2 варианта. Либо ты пройдешь, либо умрешь. И шансов на первый исход становится все меньше. Когда правительство Соединенных Штатов укрепляет защиту границы, оно не просто строит стены, оно превращает этот рубеж в зону, где любая ошибка смертельна. Здесь действуют тепловизоры, датчики движения, пограничники с автоматами, дроны, патрули и даже специальные сенсоры, которые реагируют на малейшее изменение температуры тела. Добавьте к этому вооруженных охранников и строгие законы, и получается настоящий цифровой капкан. Но если государство охраняет границу по правилам, то картели по своим. Они зарабатывают миллиарды долларов на миграции. Они строят подземные тоннели, оборудованные вентиляцией и даже рельсами для перевозки людей.
Они используют катапульты, чтобы перебрасывать наркотики, и моторные лодки, чтобы пересекать водные преграды. Они знают каждую лазейку в системе охраны, но за эти знания приходится платить. Тем, кто хочет перейти границу, предлагают пакет услуг за сумму, которая для большинства равносильна продаже своей души. Но даже заплатив, нет гарантии, что ты останешься жив. Людей бросают в пустыне без воды, на жгучем солнце, сложными маршрутами, а когда они умирают, никто даже не пытается их искать. Тела находят спустя месяцы, иногда годы. И самое страшное, этот круговорот продолжается. Чем больше закрывают официальные пути, тем выше доходы картелей. Чем строже законы, тем смертельнее обходные пути. Это не просто стена между двумя странами. Это гигантская мясорубка, из которой невозможно выйти без потерь. Граница никогда не была линией раздела. Это поле битвы, где на кону стоят не только законы и экономика, но и жизни тысяч людей. Природа, лишенная пощады. Если бы охранных систем не существовало, граница все равно оставалась бы смертельным испытанием. Она сама по себе – это естественная ловушка, созданная природой. Вода, песок, горы – все здесь настроено против человека. Пустыня Сонора – один из самых жестоких убийц. Здесь температура летом поднимается выше 130 градусов по Фаренгейту. Песок раскален так, что плавит подошвы ботинок, а ночью холод пронзает кости. Никакой тени, никакой воды, только горизонт, который не приближается, сколько бы ты ни шел. Многие не выдерживают, теряют сознание, падают. Никто не подбирает тех, кто отстал. Никто не ищет пропавших. Иногда останки находят спустя месяцы, а то и годы. Скелеты, выжженные солнцем. Но пустыня — это еще не самое страшное. Граница проходит через горы, болота, бушующие реки. Рио-Гранде кажется тихой и мирной, но ее течение беспощадно. Бывали случаи, когда целые семьи исчезали в ее водах. Одни пытались переплыть ночью, когда их не видят патрули, но попали в смертельную ловушку течения. Другие доверились контрабандистам, которые обещали безопасный переход, но бросали людей посреди реки, требуя еще денег за спасение. Где-то на севере границы простираются колючие заросли. Местность, изрешеченная шипами, настолько острыми, что они разрывают одежду в клочья. Куски колючек застревают под кожей, оставляя раны, которые быстро заражаются. А ведь мигранты вынуждены двигаться без остановок, без медицинской помощи, без отдыха. Карта границы — это не просто политическая линия. Это полоса препятствий, где каждый участок — смертельное испытание. Кто-то падает от жары, кто-то тонет в воде, кого-то подстерегает отравленная колючка или смертельный укус змеи. Но даже те, кто пройдет через это адское пекло, не могут расслабиться, потому что впереди самое опасное. Слияние миров. Культура на границе. Если бы кто-то решил стереть границу между Соединенными Штатами и Мексикой, многие бы даже не заметили, потому что здесь, на этой линии, культуры уже давно перемешались так, что невозможно сказать, где кончается одна и начинается другая. Я был в приграничных городах, где можно пройти квартал и услышать сразу два языка. Здесь мексиканские рынки соседствуют с американскими супермаркетами, а на улицах одновременно можно встретить ковбоев в широкополых шляпах и людей в традиционных сомбреро. Бургеры с такос продают буквально в одном ряду. Люди говорят то на испанском, то на английском, часто даже не замечая, как переходят с одного языка на другой. Больше половины местных жителей свободно владеют обоими языками. В школах дети учат сразу два, потому что иначе невозможно. Смешанные браки — обычное дело. В некоторых семьях мама говорит по-английски, а отец по-испански, и дети растут, воспринимая этот микс как нечто естественное. Граница породила уникальный стиль жизни. Здесь даже еда стала гибридной. Вы когда-нибудь пробовали буррито с жареными креветками и сыром чеддер? А такос с беконом? Все это придумали здесь, на границе, где встречаются два мира и создают третий, свой, особенный. Музыка, искусство, стиль одежды — все здесь отражает этот сплав культур. В Тихуане устраивают фестивали американского рока, а в Эль-Пасо можно услышать традиционные мексиканские мариачи на каждом углу. Художники рисуют муралы, в которых соединяют символику двух стран, а рэперы из приграничных районов сочетают английские рифмы с испанскими фразами. Но самое интересное, на границе не только делит, но и объединяет. Люди здесь не просто живут рядом, они создают общий мир, в котором законы и правила уже давно размыты, а национальные различия стали частью одной общей истории. Города на распутье. Граница — это не просто забор и пустыня. Это еще и города, в которых жизнь бурлит, несмотря на все преграды. Они стоят по обе стороны линии, словно отражение друг друга. Ларедо и Нуэво-Ларедо, Эль-Пасо и Сьюдад-Хуарес, Сан-Диего и Тихуана. Здесь пересекаются судьбы миллионов людей, которые каждый день переходят границу, легально или нет.
Возьмем, к примеру, Тихуану. Это один из самых оживленных пограничных городов мира. Ежедневно через его пункты пропуска проходят десятки тысяч людей. Одни едут в Соединенные Штаты на работу, другие за покупками, третьи просто навестить родственников. Для местных жителей переход через границу — это рутина, часть жизни. Многие живут в Мексике, но работают в Соединенных Штатах, потому что там зарплаты выше. Утром там через границу на работу, вечером обратно домой. Но есть и другая сторона. В приграничных городах процветает преступность, особенно в тех, где картели контролируют потоки мигрантов. В Сьюдад-Хуаресе, например, ситуация настолько напряженная, что местные жители стараются лишний раз не выходить на улицу ночью. Здесь исчезновение людей не редкость. Полиция не вмешивается, потому что зачастую она сама в доле. Но даже в таких местах люди продолжают жить. Открываются новые магазины, строятся дома, работают школы и университеты. Здесь есть особая атмосфера, смесь тревоги и энергии, словно весь город живет в ожидании чего-то важного. Приграничные города — это не просто населенные пункты. Это зоны контакта, места, где сталкиваются интересы, культуры, мечты и страхи. Они стоят на распутье между двумя мирами, не принадлежа полностью ни одному из них. Здесь ты либо находишь свое место в этом хаосе, либо становишься его жертвой. Политический вихрь перемен. Граница между Соединенными Штатами и Мексикой всегда была местом столкновения не только людей, но и политических амбиций. Каждый новый президент берется решить проблему миграции, но, кажется, с каждым разом только усугубляет ситуацию. И если раньше это были просто обещания, то с приходом Дональда Трампа в Белый дом все изменилось. Он пришел с лозунгом, который моментально стал символом новой политики: «Построим стену». И стена действительно начала расти. Тысячи миль стального забора, усеянного камерами, датчиками движения и колючей проволокой. Но если кто-то думал, что это остановит мигрантов, то он сильно ошибался. Люди не отступили, они начали искать новые пути. Более опасные, более отчаянные. Одна из самых жестоких мер — политика «Оставайтесь в Мексике». Теперь тем, кто просил убежища, не давали шанса остаться в Соединенных Штатах на время рассмотрения их дела. Их отправляли обратно в приграничные мексиканские города, где они становились легкой добычей для картелей. Бандиты знали, что эти люди — беглецы, у них нет денег и связей, и их можно использовать как угодно — для работы, для выкупа, для продажи в рабство. Самым жестким ударом мог бы стать указ, отменяющий гражданство по рождению. Если раньше ребенок, родившийся в Соединенных Штатах, автоматически становился гражданином, то теперь это правило хотят пересмотреть. Этот указ вызвал бурю протестов и пока остается на рассмотрении, но уже сейчас тысячи семей боятся, что даже родившись здесь, их дети останутся без статуса, без будущего, без документов. Все это не просто политика. Это реальность, в которой живут миллионы людей. Политики пишут законы, подписывают указы, выступают с громкими речами. А на самой границе все остается по-прежнему, люди продолжают бежать, картели продолжают зарабатывать, а смерть продолжает собирать свою жатву. Притяжение американской мечты. Когда спрашиваешь у людей, почему они готовы рисковать жизнью ради перехода границы, ответы звучат почти одинаково. Мы просто хотим нормальной жизни. В их понимании Соединенные Штаты — это страна, где можно работать и получать достойные деньги, где твои дети будут учиться в хороших школах, а на улицах не стреляют картели. Для большинства мигрантов это не просто мечта. Это единственный шанс вырваться из ада. В Мексике и странах Центральной Америки уровень насилия настолько высок, что люди буквально бегут, спасая свои жизни. В Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе действуют банды, для которых убийство — просто часть бизнеса. Если ты отказался платить налог за защиту, тебя либо убьют, либо заберут в рабство. Многие семьи продают все, что у них есть, чтобы заплатить контрабандистам за переход. Это десятки тысяч долларов, суммы, которые им приходится занимать под огромные проценты, закладывая дома и земли. Они идут в надежде, что доберутся до Соединенных Штатов, найдут работу, выплатят долг и начнут новую жизнь. Но правда в том, что американская мечта уже давно треснула. Те, кто проходит границу, попадают в страну, где их не ждут. Им приходится работать за копейки, жить в трущобах, бояться полиции и депортации. Многие так и остаются нелегалами, годами скрываясь в тени. Они не могут вызвать скорую, если заболели, не могут обратиться в полицию, если на них напали. Но даже зная все эти риски, люди продолжают идти. Потому что по ту сторону границы у них нет ни работы, ни безопасности, ни надежды. А здесь, пусть и с огромными трудностями, есть хотя бы шанс. Взрыв бунта и сопротивления.
Чем жестче становится контроль на границе, тем сильнее растет напряжение. Люди не хотят быть просто жертвами системы. Они сопротивляются. В последние годы приграничные районы стали ареной настоящих бунтов. Вспомните караваны мигрантов в 2018 и 2019. Тысячи людей, семьи, дети, старики двинулись к границе в надежде прорваться через заборы. Они шли неделями, питались объедками, спали прямо на земле, надеясь, что Соединенные Штаты их впустят. Но когда они подошли к границе, их встретили не распростертыми объятиями, а слезоточивым газом и резиновыми пулями. В Мексике начали расти лагеря беженцев, грязные, переполненные, без воды и еды. Многие из тех, кто застрял в этих лагерях, оказались в ловушке. Назад дороги нет, а вперед только в руки картелей, которые предлагают безопасный переход за огромные деньги. Бунты вспыхивали и в самих Соединенных Штатах. Латиноамериканские общины выходили на протесты, требуя ослабления законов и гуманного отношения к мигрантам. Но власть отвечала жестко. Массовые аресты, депортации, ужесточение правил. Некоторые группы активистов стали помогать нелегалам. Создавали тайные перевалочные пункты, прятали их в своих домах, перевозили через пустынные участки границы. Но за это теперь можно получить реальный срок. Власти объявили войну не только мигрантам, но и тем, кто пытается им помочь. Сопротивление растет. Люди понимают, что их судьба не решается в кабинетах политиков, а здесь, на границе, где каждый день борьба за выживание. И никто не знает, какой будет следующий шаг в этой битве. Тайные пути и рискованные маршруты. Чем сложнее становится пересечь границу, тем изощреннее становятся схемы перехода. Официальные пункты пропуска усилены до предела. Тепловизоры, дроны, сотни пограничников с автоматами, датчики движения, реагирующие на шаги даже самых осторожных. Но люди не сдаются. Они ищут лазейки. Один из самых распространенных методов — подземные тоннели. Это не просто ямы в земле. Некоторые из них оборудованы лучше, чем городские подземки. Вентиляция, освещение, рельсы, по которым перевозят не только людей, но и грузы. Мексиканские картели вкладывают миллионы долларов в строительство этих тайных коридоров. Некоторые тоннели настолько глубокие, что их сложно обнаружить даже с помощью современных сканеров. Но пользуются ими не все. Цена за проход через такой тоннель может доходить до десятков тысяч долларов. Для тех, у кого таких денег нет, остается другой вариант — пустыня. Именно поэтому американцы в 90-е начали строить заборы в городах, чтобы загнать нелегалов туда, где они будут гибнуть. Люди идут по ночам, чтобы не попасть в объективы камер. Некоторые обматывают обувь тканью, чтобы не оставлять следов. Кто-то старается пересечь границу в сезон дождей, когда песок становится более плотным и не так сильно выдает движение. Но природа не единственный враг. Картели давно взяли контроль над маршрутами и требуют деньги за проход. Если у тебя нет суммы, которую они называют, могут заставить работать на них. Некоторые женщины соглашаются идти с проводниками, даже зная, что это почти наверняка закончится насилием. Мужчин могут завербовать в качестве наркокурьеров, а тех, кто отказывается, могут просто бросить на полпути. Граница — это не просто линия между странами. Это гигантский лабиринт, в котором есть только два выхода. Либо ты доберешься до другой стороны, либо тебя найдут спустя месяцы или никогда. Трагедия нелегального перехода. Перейти границу — это одно. Выжить после этого совсем другое. Даже если человек преодолел пустыню, избежал картелей и прошел мимо патрулей, это не значит, что он в безопасности. Он не становится гражданином, не получает работу, не может спокойно выйти на улицу. Его существование превращается в вечную игру в прятки с законом. Сразу после перехода большинство мигрантов оказываются в руках перевозчиков. Их называют койоты, проводники, которые за большие деньги помогают пробраться вглубь страны. Но койоты — это не благотворители. Если у тебя нет денег, тебя могут продать в трудовое рабство. Тебя могут оставить в грузовике без воды и воздуха, как это уже бывало десятки раз, когда фуры с мигрантами находили под палящим солнцем, заполненные телами, которые не выдержали жары. Даже те, кто добирается до городов, сталкиваются с новыми проблемами. Документов нет. Медицинской страховки нет. Работать можно только нелегально, за копейки. В любой момент тебя могут сдать властям, и тогда депортация. Вернешься обратно, картели могут встретить тебя с вопросом: где деньги, которые ты нам должен? Некоторые находят лазейки, подделывают документы, находят фиктивные браки, работают годами, откладывая каждую копейку на легализацию. Но для большинства жизнь остается борьбой за выживание, без права на ошибку. А если ты попадешь в полицию, все, конец. За малейшее нарушение закона депортируют без права на возвращение. Иногда даже без суда. Просто грузят в самолет и отправляют обратно в страну, откуда ты бежал. Там тебя уже могут ждать картели или тот же самый страх, от которого ты пытался убежать. Ирония в том, что многие из этих людей, рискуя жизнью, строят Америку. Они работают на стройках, в ресторанах, убирают улицы, ухаживают за детьми и пожилыми людьми. Но при этом они остаются призраками в стране, которую считают своим домом.
момент истины. Эскалация или надежда? Каждым годом ситуация на границе накаляется, число нелегалов растет. Политики ужесточают законы, картели становятся богаче, люди продолжают умирать. И главный вопрос, к чему это все приведет? Сторонники жестких мер говорят, нужно закрыть границу. Еще больше патрулей, еще выше стены. Но история показывает, что это не работает. Чем сильнее блокада, тем изощреннее схемы обхода. Чем жестче законы, тем выше доходы у преступных группировок. С другой стороны, открытие границы тоже не выход. Если пустить всех, кто хочет приехать, система просто рухнет. Социальные службы не справятся, экономика начнет трещать по швам, напряженность между местными жителями и мигрантами достигнет предела. А пока политики спорят, люди продолжают идти, продолжают платить контрабандистам, тонуть в реках, умирать в пустыне. Картели продолжают зарабатывать миллионы, патрули продолжают отлавливать нелегалов, которые все равно не остановятся. Граница между Соединенными Штатами и Мексикой — это не просто линия на карте. Это линия между жизнью и смертью. Линия, которую каждый день кто-то пересекает. И, возможно, главный вопрос даже не в том, что делать с этой границей, а в том, когда она перестанет быть полем боя, на котором каждую минуту решается чья-то судьба.